Привет, ребята! И с вами сегодня Дима. Юля и Кремлевская школа верховой езды. И сегодня мы разбираем элемент, который называется толчки с посадкой в седло. Нет, соскок. Может быть, сход? Или отбивы. Мы называем его вольтиж. И это база и основа для очень многих элементов джигитовки. Поехали! Данный элемент неспроста носит так много названий. Он был прикладным и являлся обязательным для военнослужащих, и его выполнение входило в программу боевой подготовки кавалерийских частей. И, наверное, это самый узнаваемый элемент в джигитовке. Каждый, кто хоть когда-нибудь пересекался с этим видом спорта, наверняка пробовал его выполнить. Кроме того, это база для большинства элементов, о которых мы будем рассказывать в дальнейшем. Но как же достигается эта легкость при его выполнении? Вы узнаете об этом, досмотрев видео до конца. И позвольте вам еще раз напомнить, что характерной особенностью военно-прикладного вида конного спорта джигитовки является формирование широкого круга двигательных умений и навыков, разнообразных по структуре и реализуемых в условиях сложной координационной спортивной деятельности. И это значит лишь одно – все в зал! Сегодня мы поделимся с вами некоторыми подводящими упражнениями, выполнение которых позволит вам выполнить элемент вольтиж более правильно и качественно. Одной из важных для джигитов качеств является прыгучесть. В основе прыгучести лежит так называемая взрывная сила, то есть способность к мгновенно-нервно-мышечным сокращениям. Определяющим фактором, от которого зависит точность или высота прыжка, является быстрота отталкивания, которая в свою очередь обуславливается скоростью мышечного сокращения. Хорошая новость! Ваш результат прямо пропорционален усилиям, которые вы прикладываете на тренировках. При выполнении данного упражнения стараемся выйти на прямые руки, сохраняем положение корпуса параллельно стене, а ног вместе. Избегаем глубокого приседа, стопы мягко амортизируют приземление. При выполнении данного упражнения наша задача контролировать свое тело на каждом этапе, и чем медленнее мы выполняем данное движение, тем более эффективным оно является. И наверняка хорошо известная вам планка также является отличным подготовительным упражнением для выполнения элемента вольтиж. Итак, мы на лошади. При выполнении элемента на левую сторону обе руки держатся за переднюю луку казачьего седла, прямую правую ногу переносим на противоположную сторону, плотно соединяем обе ноги и опускаем их вперед. Причем чем выше скорость движения лошади, тем дальше вперед мы ставим ноги. Плечи развернуты по ходу движения. Во время приземления стопа приходит на пальцы ног. Толкаемся. Во время возврата в седло прямую правую ногу переносим через круп лошади. На этой фазе выполнения элемента очень важно избегать явно выраженного поясничного прогиба. Данное упражнение будет очень полезным для вас. Во время обучения помощник задает необходимую инерцию. Ваша задача – полностью контролировать свое тело. Здесь следует отметить, что при выполнении данного элемента сила инерции, которую наше тело развивает при движении лошади, помогает нам путем меньших физических затрат выполнить данный элемент. При этом очень важным условием качественного выполнения является полный контроль вашего тела и чувства лошади. То есть в этом случае вы должны попасть в темп ее движения. На сегодня это все. Ждем от вас вопросов и комментариев. Увидимся в следующем видео. Желаю вам отличного настроения. Пока-пока! Ой-ой-ой.